работающая раковина, мега крутой забор, индустриальные трубы и еще 74 декорации в Майнкрафте 1.21. Чтобы еда на столе выглядела более реалистично, вы можете положить еду в рамку и сверху поставить железную нажимную плиту. Этот крутой мост можно построить очень быстро. Первым делом ставим опору для моста из дуба. Между ними на одной высоте ставим еловые люки. Теперь ставим костры между люками. Ставим подвесные таблички, после чего добавляем чуть-чуть деталей, и мега крутой мост готов. Воздушные шарики в Майнкрафте! Сделать такую декорацию проще, чем кажется. Ставим цветную шерсть и под ней ставим ограду. Под какую-нибудь поверхность прячем животное и цепляем его с помощью поводка, к ограде, на шарик. Таким образом можно сделать сколько угодно шарик. Эндерняк хорошо сочетается с песком. Если вы хотите построить, к примеру, песочную деревню, то используйте эндерняк. Хоть его и тяжело добывать в выживании, но такая детализация стоит того. Чтобы сделать клетку для попугая, достаточно поставить подмост, на него поставить попугая, сверху поставить поршень и задвинуть стекло попугая. Получается прозрачная клетка для пернатого. По такому же принципу можно сделать аквариум для рыб. Окружаем сундук люками, после чего ставим стекло над сундуком и разливаем воду с рыбками в сундук. Таким образом можно сделать аквариумы самых разных размеров. Вы можете сделать рабочую мусорку, если окружите кактус с картинами и закроете его люком. Теперь не обязательно хранить весь этот мусор. Чтобы сделать камыши, можно использовать стеклянные панели со свечками. Если поставить их в воде, то получится атмосферное болото. Помимо стеклянных панелей, для камышей можно использовать бамбук и деревянную ограду. Таким образом можно добиться дополнительной детализации водоемов. Чтобы сделать большой торт, вы можете поставить на блок травы слой снега, а если до этого поставить рамку и в нее положить блок редстоуна, то это будет выглядеть как черешня на торте. Чтобы сделать красивую могилу, вы можете поставить пару блоков под золото. На него наковальню с головой визор скелета и цветочек. Если поставить громоотвод, а на него горшок, получится крутая декорация для дома. Немногие знают, что можно сделать мега тонкую лестницу, если поставить лестницы на люки. Загон для собак построить очень легко. Всего лишь нужно поставить парочку ковров и окружить их люками, после чего останется сделать вход для собаки. И отличная клетка готова. Он следит за мной? Если вы хотите повторить эту иллюзию, то просто поставьте баннер и снизу поставьте люк. Дом как будто открывает и закрывает глаза. Это выглядит интересно. С помощью новых медных люков можно сделать крутую клетку для животных. Просто обставляем его люками со всех сторон и засовываем вовнутрь, допустим, попугая. Выглядит очень необычно. Медные люки можно использовать для дизайна стульев. Нужно поставить полублок и по бокам поставить таблички. С одной из сторон поставить люки и открыть. Таким образом получается крутой железный стул. С помощью автокрафтера можно сделать крутую кухню. Под автокрафтер ставим костер. Можно поставить рядом воронку с крюком, как будто это раковина. Если добавить еще чуть-чуть деталей, то получится самая настоящая кухня. Телефонная будка в Майнкрафте. Сделать ее можно, если поставить забор, по бокам которого будут стоять люки. Сверху ставим автокрафтер и сбоку делаем антенну из рычага, железных прутьев и редстоун факела. Ставим горшок сверху и будка готова, только жалко, что дозвониться нельзя. Ну как там с деньгами? С помощью новых блоков из 1.21 можно делать классные повторяющиеся паттерны. К примеру, новые блоки туфа отлично сочетаются друг с другом. Также туф сочетается с каменными кирпичами, а также с их помощью можно делать классные колонны. Если вам нужны трубы для индустриальных построек, то их можно построить с помощью медных люков. Также с помощью медных блоков можно сделать крутой забор. Используя решетки, полные блоки и люки, у нас получается интересный полупрозрачный забор. Также вместо решеток можно использовать просто люки, и тогда забор будет визуально более глубокий. Вместе с новыми медными блоками добавили новую лампу. С ее помощью можно построить интересные фонари. Ставим медный блок, окружаем его люками, на него ставим забор из туфа, дальше окацевые заборы, полублок и люк. Уже под люком ставим лампу, и классный медный фонарь готов. Еще один крутой фонарь можно построить, если поставить забор из туфа. Затем 2 громоотвода, снова забор из туфа, дальше наковальня, по бокам ставим воронки, сверху ставим эти лампы, после чего останется добавить еще чуть-чуть деталей, и у нас получится еще более крутой фонарь. Если вы хотите сделать слив-канализацию возле дороги, то просто поставьте вверх тормашками пару ступенек, а снизу поставьте медную решетку. Такой красивый скворечник очень легко построить. Все, что нужно, поставить каменную ограду, следом 2 деревянные ограды, полублок, люк, цепь под люк. Уже тут мы ставим еще один люк и на него ставим подмост. Если привести сюда птичку, то это будет выглядеть мега круто. Таким образом можно сделать крутые качели, используя парочку громоотводов и люков, поставленных таким образом. Деревянные колодки можно сделать, используя голову Стива, стойку для брони с кожаной броней, рамки с песком внутри и парочку других блоков. Если вы хотите сделать бочку с рыбой, то вы можете использовать блоки необработанной меди и люки для бочек с лососем, и блоки необработанного железа для бочек с треской. Выглядит правдоподобно. Чтобы сделать мега крутую защиту для вашей базы, постройте забор с дыркой. Все дело в том, что если построить забор таким образом, то вы сможете убивать мобов через отверстия в заборе, тогда когда мобы не смогут вас достать. Разные версии мечей можно делать, изменяя цвет свечек, которые будут стоять над инскими стержнями. Сделать деревянную микроповозку очень легко. Нужно всего лишь поставить пару полублоков с люками по бокам и калиткой спереди, после чего поставить бочки, по бокам поставить таблички и спереди крюк. Сделать замерзшего человека во льдах очень легко. Достаточно протолкать стойку для брони с головой Стива и кожаной броней в лед, после чего закрыть за собой дырку. По итогу Капитан Америка референс готов. Можно сделать красивое маленькое деревце, используя сухие кусты и азалиевую листву. А если использовать вместо азалиевой листвы мангровые корни, то это будет выглядеть будто дерево умерло. Если вы хотите добавить экзотическое растение на грядке, то просто поставьте грибосвет, а на него искаженные лианы. Барный стул можно сделать, используя громоотвод и акациевые плиты, люки и таблички. Но нормально посидеть на таком стуле вряд ли получится. Самое важное место в доме — это
это Skibidi туалет, поэтому можно построить блестящий трон, используя кварцевые блоки, ступеньки и самое главное баннер. А если поставить под туалет стойку для брони и повесить на нее алмазный шлем, то это будет выглядеть как будто в толчке есть вода. Чтобы сделать жучка, можно поставить кнопку, после чего поставить рамку железной ограды. А если воспользоваться командой для невидимых рамок, это будет выглядеть еще более реалистично. Для хай-тек люстры вы можете использовать морской проводник. Достаточно повесить его на цепь и окружить полублоками. Получается вот такая большая хай-тек люстра. Если вы не хотите строить большую люстру, то вместо полублока вы можете окружить морской проводник обычными табличками, чтобы сделать размер люстры намного меньше. Для декорации грядок вы можете использовать свечки и морские огурцы. Если поставить их на тыкву или арбуз, вы можете заметить, что они очень похожи на стебли растений. Чтобы поставить на стол тарелку, вам достаточно разлить в полублоке воду. Затем поставите рамку, а сверху коралл, что будет выглядеть как необычная тарелка. Монолитные деревянные стулья можно сделать с помощью дверей и люков и нажимных плит. Преимущество такого дизайна в том, что стулья можно кастомизировать, используя разные виды деревьев. Однако, насколько вы понимаете, он достаточно громоздкий. Мясо на вертеле можно сделать, используя раздатчики и стоки для брони. Достаточно раздать стоки в громотводы и в центре над костром поставить мангровое бревно. Отрезанная голова эндер дракона. Сделать такую декорацию на самом деле очень легко. Достаточно поставить на голову эндер дракона энский стержень с черной свечкой сверху. А если поставить рядом редстоун, то это добавит крутой атмосферы постройки. Чтобы сделать крутые часы, достаточно поставить несколько люков, открыть их, поставить полублок, на него повесить табличку, сверху поставить блок, на него повесить рамку и в нее положить обычные часы. И как вишенка на торте можно повесить колокол под часы. Головы визер-скелетов отлично впишутся в вашу постройку. Сейчас объясню. Дело в том, что головы визер-скелетов похожи на пушечные ядра. Достаточно поставить их рядом с пушкой на корабле, и получится очень крутая декорация. Для заполнения пустого пространства в доме отлично подойдут свечи. Их можно сделать длиннее, используя энский стержень. Чтобы сделать такой телевизор, вам всего лишь понадобится блок камня, на него поставить люк, повесить рамку со стеклянной панелью внутри, и сверху останется кинуть трезубцы, чтобы сделать реалистичные антенны. Чтобы сделать стул, вы можете использовать подмостки. На подмосток ставим нажимную плиту вместе с люком, и получается очень прикольный стул. Главное, не обращайте внимания, что он высотой в 2 метра. Сделать ноутбук очень легко. Достаточно поставить нажимную плиту и люк. На люк повесить рамку со стеклянной панелью, и у вас получится реалистичный ноутбук. Если вы хотите сделать магическую декорацию, то вы можете использовать якорь возрождения. Достаточно окружить его люками и положить в него чуть-чуть светокамня. Такое крутое пианино очень легко построить. Все, что вам нужно, это поставить армор-стенды с головами эндер дракона, задвинуть в них поршни и достроить оболочку пианино. Это выглядит очень прикольно. Чтобы сделать таких медуз, вам нужно поставить разноцветное стекло и снизу поставить свисающие корни. Это выглядит очень круто. Дерево березы можно заменить на диоритовое ограждение, для того, чтобы получилась тоненькая березка. Андезитовое ограждение можно использовать для акациевых деревьев. Чтобы сделать мега крутой забор для вашей базы, вы можете воспользоваться этим трюком. Всего лишь чередуйте забор из разных материалов, и тогда между ними будет очень много пространства, что выглядит крайне необычно. С помощью крюка можно сделать мега крутую декорацию для леса. Ставим блок меда, над ним крюк и окружаем блок меда люком. Таким образом у нас получается сборщик березового сока. С другими деревьями можно делать то же самое, меняя основной блок. Выглядит очень прикольно. Вместо огромного пианино вы можете построить старое пианино из ткацких станков. Хоть и делается намного проще, выглядит он все равно неплохо. Такой песочный замок очень легко построить. Все, что нужно поставить по 3-4 свечки на 4 блока, затем снести их и поставить вместо них забор из песчаника. А если поставить снизу ступеньки и залить их водой, то получится супер-мега крутая декорация для пляжа. Для того, чтобы построить пляжный шезлонг, нужно поставить 2 полублока и ступень. А чтобы это смотрелось интереснее, можно построить еще и зонтик. Ставим каменную ограду, затем еловый забор и сверху люк. Окружаем снизу люка нитками и на нитки ставим ковры. И у нас получается мега крутая декорация. Такой мега крутой стул очень легко построить. Вам всего лишь понадобится поставить таким образом армор-стенд, после чего повторить это со всех сторон. Одеваем на стоки для брони черепаший панцирь, после чего проталкиваем в них еловый забор. И также на уголки вешаем поводки. С разными шлемами стулья будут выглядеть еще необычнее. Если вы хотите сделать мега крутую вазу для цветков, то просто поставьте громотвод таким образом и сверху горшок. Теперь цветочки будут выглядеть еще красивее. Чтобы сделать мега крутой дискошар, мы можем поставить энский стержень, под ним аметистовый блок и на него вешаем осколки аметиста. Получается супер крутая декорация. Вот такой ящик с драгоценностями очень легко сделать. Все, что нужно, поставить аметистовый блок и блок золота, а на него золотую нажимную плиту. Окружаем все это люками и сверху также ставим люк. На корабле пиратов это будет смотреться круто. Чтобы сделать хай-тек плазму, ставим 2 ступеньки. Сверху ставим черный бетон и заканчиваем телевизор картины. Теперь вы знаете, что можно поставить у себя в гостиной. Такой кораблик на самом деле сделать очень легко. Всего лишь ставим 2 перевернутые ступеньки, далее бочку и 2 полублока. Лодку с сундуком ставим на полублоке. Далее окружаем с 2 сторон лодки открытыми люками. На носу ставим фонарь, сзади ставим 5 еловых заборов, на которые вешаем баннер. И заканчиваем постройку еловым люком сзади. Теперь можно стать пиратом и грабить богато. Жалко, что эта лодка не может нормально ходить по морю. Чтобы сделать мертвое дерево, нужно поставить деревянный забор и окружить его мангровыми корнями. Снизу для реалистичности можно поставить подзол, и мертвое дерево готово. Место для пикника можно сделать, если заменить землю красно-белой шерстью и поставить торт, компостер с люком, который выглядит как ящик с едой, и парочку горшков, которые выглядят как пустые чашки. Чтобы сделать мега крутую печку для еды, все, что вам нужно, это поставить 2 блока кирпичей из грязи, между ними ступеньки. Сзади ставим 5 блоков, после чего ставим еще 2 ступеньки, костер и открытый мангровый люк. Сзади ставим еще один люк, сверху ставим полублоки и спереди ставим
ставим кнопки для декорации. Как мы видим, печка работает и пережаривает нашу еду абсолютно бесплатно. Домик для кошек можно сделать, если поставить 3 забора и на верхушку поставить полублоки. Для интерьера особняка подойдет в самый раз. Чтобы сделать мега крутой ковер из зомби, нужно всего лишь поставить 3 зеленых ковра. Один синий, один голубой и одну голову зомби. Выглядит забавно. Крутую чашку для собаки можно сделать очень легко. Просто нужно поставить вазу и на нее поставить ковер. Теперь собачка всегда будет сыта. Только в такую чашку, естественно, нельзя засунуть еду, но опустим момент. Чтобы сделать работающую раковину, нужно поставить раздатчик, полублок и открытый люк. На полублок ставим вагонетку и над вагонеткой ставим крюк, а справа ставим кнопку. Теперь с другой стороны стены строим самую простую redstone схему и в раздатчик кладем ведро воды. Для крутой кухни это must have. Такой реалистичный ведьминый котел можно сделать, если поставить 4 открытых люка, в него закинуть 3 зубец и сверху поставить якорь возрождения и заполнить. И у нас получится мега крутая посудина, которая выглядит как будто в ней варят зелье. А если тебе понравилось видео, подпишись.